Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем петь песню, самую любимую у рукодельниц. Ой, полным-полна коробочка, есть и ситцы, и парча. Да, все как в песне. Есть 3 куплета, выкройка одна, способ пошива одинаковый, но совершенно разные изделия. Смотрите, любуйтесь, выбирайте и начинаем. Начинаем творить красоту со страшной силой. Сегодня выбрать ткани мне помогали 20-летние девчонки, поэтому все такое яркое, сочное и веселое. Цвета лета и созревших фруктов и ягод. Все ткани в ролике – это наши российские перкаль, бязь самых лучших производителей. Выписывала их в интернет-магазине 1 метр ткани. А сейчас снова туда заглянула. А все почему? А все потому, что в доме завелась еще одна рукодельница. Дочь сказала, что хочет новое платьишко. И сама его придумает и сошьет. Поэтому инструменты и материалы тоже заказали. И сразу же проверяем в действии. Все показываю и рассказываю. Про ножницы скажу так. Большие черные, более профессиональные, а розовые немного попроще. Остальные инструменты и материалы. Те самые мелочи, которые помогают в работе и облегчают труд швеи. Наклейки и нашивки, резинка, рулетка, булавки, ножницы-перекусы ниток, распарыватель, нитки. Разные оттенки серого, они самые нужные в лоскутном шитье, подстраиваются под любой цвет ткани. А цветные нитки взяла по 3 катушки. У нас 3-ниточный оверлок. Ткани. Дочь заказала для шитья нарядов тонкий трикотаж, вискозу с лайкрой и кулирку. И трикотаж лапша, цвет темно-голубой. Мне уже самой не терпится посмотреть, что же она нашьет интересного. А себе я заказала свой любимый темно-синий перкаль эко и любимую бязь. А теперь обратите внимание, черный – это дублерин на трикотажной основе, он тянется. И белый, тоже дублерин, это клеевые материалы. Для того, чтобы ткани и изделия лучше держали форму. Они клеятся влажными через мокрую марлю с паром. Они немного подороже. А есть клеевой флизелин. Он дешевле, более плотный. Это нетканный материал. Он фиксируется только сухим утюгом. Именно на него я нашиваю мелкие лоскутки, и получаются заготовки, полуфабрикаты для дальнейшей работы. Ленты-липучки 2 цветов. Кружево. Им хорошо украшать лоскутные работы. И сюрприз. Ткань рогожка с рисунком пэтчворк. Я взяла ее совсем немного посмотреть, но сейчас понимаю, что это просто шикарный вариант для дизайна кухни, столовой в деревенском стиле. Быстренько сшить легкие шторы и скатерть. Все квадраты размером 35 на 35 сантиметров. В каждой паре один из них можно проклеить клеевым флизелином. Разберем их попарно, выровняем края и прошьем по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. Углы деталей можно сразу же закруглить. Мы планируем сделать сразу 3 корзинки, коробочки, поэтому работаем сразу со всеми заготовками. Все детали выворачиваем, прокладываем строчку на расстоянии 1 мм от края. Тем самым зашиваем отверстие, которое мы оставляли. Проутюживаем детали. Как работать дальше?
убираем все лишние операции. Конечно, можно найти диагонали, отметить от них нужные расстояния, но можно все сделать гораздо проще. Складываем деталь вдоль, отмечаем серединку боковой стороны и от этой точки откладываем по 9 сантиметров. Здесь надо будет проложить строчку. Шов должен быть крепким. Таким образом мы прошиваем и все другие стороны. Также находим середины, отмечаем по 9 сантиметров, прокладываем строчку. У полученной детали расправляем швы, и нам надо закрепить верхний край этих боковых кармашков. Можно просто прошить на машинке. Если мешает широкая платформа, то ее убираем. Я показываю такие тонкости и подробности шитья, о которых другие мастерицы даже и не скажут. Бывает, смотришь чужой мастер-класс, ой, а мастер что-то не показала, промолчала, хитрость не открыла. Ну, а у нас получилась зеленая коробочка-органайзер очень интересной формы. Смотрите сами. Ее можно оставить и в таком виде, а если хотите, то загните и зафиксируйте верхние края. Со второй заготовкой работаем так же, только застрачивать будем угол по 7 сантиметров. Все зацепили и идем к швейной машинке. Потом также расправляем и закрепляем боковые кармашки. А в третьей заготовке угол возьмем еще меньше, по 6 сантиметров. Но в этой заготовке кармашки-складочки сделаем внутри. Так тоже симпатично. Закрепляем верхний край, просто отогнем и пришьем декоративные пуговицы. Получились 3 замечательные текстильные коробочки, корзинки, органайзеры. Рукодельницы могут хранить в них принадлежности для шитья. Очень хорошо, что эти коробочки из яркой ткани. Сразу будет их видно на рабочем столе. Нам хлеба не надо, работу давай. Не, сделай паузу, скушай чего-нибудь или хотя бы попей чая с вкусняшками. И еще одно. Мы их шили с небольшой разницей в размере складок. И все 3 коробочки можно хранить, просто вложив друг в друга, как матрешки. В общем, мои хорошие, я дала вам идею. А дальше вы уже делаете свое. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не бойтесь ошибаться и пробовать что-то делать. Настоящая рукодельница никогда не скажет, что где-то ошиблась. Она воскликнет: «Надо же, как интересно получилось!» Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Еще раз напоминаю, что жду вас всех в своих группах в Одноклассниках, ВКонтакте, на платформе Яндекс.Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!